Ну, что-то здесь начало шевелиться. Получается, что он запросил. А я ему сказал, что мы сломали вот эту вот задачу о том, что новая задача, когда формируется, то она неправильно, ну, ломается верстка, фон пропадает и все остальное. Он запросил доступ к разнице, которая между тем, как было, и тем, что мы поменяли, чтобы поймать, в чем изменения в визуале и в логике в бэкэнде. Вот. Пытается это понять за счет вычисления, в чем разница. Ну, хороший, классный метод, мне нравится, так что пусть старается и выполняет. Вот, пусть думает дальше. Так, что сейчас делаю? Уже активненько. Получается, стараемся поймать, где баг находится. И я ему пытаюсь дать какие-то уже подсказки. Сейчас пытаюсь создать прямо файл. Ну, пусть будет HTML файл. Сломано. И создать HTML файл, который у нас будет называться «Работает корректно». Это у нас будет здесь. Сравни. Может, что-то увидишь. Так, а выше я ему тоже что-то сбрасывал. Ключ к разгадке, ошибка dialog title requested, которая есть только на порту. Это значит, что версия Redux UI изменилась при установке. Проверю npm log YAML. Окей. Это dev-сервер, работает корректно. Production build. Проверяю, что Production CSS генерирует для background black 50. Наверное, ему надо дать, где они физически лежат. Где они у нас физически лежат? Стартап. Так, а там как-то по-хитрому было.
Так, что он нашел, да? Сломанный здесь. Работающий корректно здесь. Хорошо, что мы создали тестовое окружение, и нам теперь есть с чем сравнивать. А так бы вообще печалька была. Что-то сломалось, и все. И сравнить не с чем. Ну да, это, конечно, и революция без него, конечно, очень тяжко. То есть можно ругаться, что что-то делается не так быстро, но месяц разработки делается за день. Это, конечно, новая научно-техническая революция. Сервер вставляет в org3 мета-теги еще в UI, где они читаются и применяются к CSS. Searching for two patterns, reading one file. Размышляет. Это мы чиним. Так, как вернуться обратно? Эй, он что, починил? Он починил. И теперь надо, чтобы она вернулась. Задача в центр экрана. А не так, как было. Ты починил. Спасибо. И теперь чтобы это окно было как в несломанном месте по центру экрана, а не внизу экрана. Так, а тут что-то все сломалось. Это везде так сломалось? Ну, во всяком случае, бэкграунд мы уже починили.
И сейчас надо, чтобы оно подскочило вверх. Пользователь подтвердил, что оверлей починился. Теперь нужно исправить позицию диалога. Оно отображается внизу, а не по центру. Проверю диалог контент, CSS и как он позиционируется на разных разрешениях. Как разрешения? При разных разрешениях он четко ну да, как-то внизу где-то. Так, попробуем обновить стили. Может, чего-нибудь у нас поменяется. Может, да, но еще нет. Так, ему лучше сказать, чтобы он не выдумывал код, а просто взял. А желательно взять и использовать, как было в оригинале, то есть в оригинале все хорошо работает, центровка правильная, а мы сломали центровку. Так что лучше найди, как центровка этого окна позиционирования сделана в оригинале, и просто примени, пожалуйста, оттуда. Новый код лучше не выдумывай, пожалуйста. Нас не похвалят за то, что мы меняем там, где не брались менять. Мы должны поменять только языки, локализацию, а дизайн мы не вправе менять, если мы не заявляем о том, что мы меняем дизайн, а мы не заявляем о том, что мы меняем дизайн. Поэтому возьми, пожалуйста, уже код, который там был и который прямо сейчас работает. Так, ему, так как диалог обновился, то ему надо заново заслать где сломанный, а где работающий, чтобы он понимал. Потому что вот у него сессия заново начинается, то есть ему заново это все надо. Я говорю про элемент так, как бы его поймать так правильно. И на всякий случай ему копия элемент. И на всякий случай ему копия full XPath. Он здесь сломан.
Это равно у нас сломан вот здесь вот. Корректно работает в копируем, вставляем и покажем, где находится. И попытаемся для него тоже найти селектор. Copy селектор. Copy элемент. И copy XPath. И еще скопируем, где это мы разместили. Так, он вроде бы что-то поменял. Давайте проверим, пока мы там селекторы собирали. Он уже код менял. Я понимаю, что происходит. Я сейчас уже понял, что происходит. Получается, элемент центруется не по видимому отображаемому экрану, а по всей странице. А страница длинная, и она еще вниз уходит, то есть есть куда прокручивать. И за счет этого этот issue находится в центре страницы, но для того, чтобы он действительно был в центре, то нужно прокрутить туда. Нет, моя гипотеза не подтвердилась. То есть где бы ни нажимал я, то всегда везде появляется только внизу этот элемент. Ctrl-Shift-R я нажимал для того, чтобы жестко обновить все стили, но не подтягивается этот элемент в другую позицию. Желательно возьми из оригинального файла, как там это есть, потому что в оригинальном файле там все работает корректно. Не хочется ломать, и надо, чтобы было как в оригинальном файле позиционирование этого элемента. Так, вырезаем, и оба элемента имеют одинаковый список классов. Это значит, дело не в React коде, а в CSS. Давай проверим оригинальный диалог
TSX из master. Ключевое наблюдение: классы в дом абсолютно одинаковые в обоих элементах, сломанном и рабочем. Разница только в сервере dev versus production build. А проблема в Tailwind version 4 dev режим генерирует CSS с неправильным порядком. Translate показывает mode. Translate Y 50 в CSS-файле при одинаковой специфичности последовательности выигрывает. В итоге применяется, побеждает диалог, начинается с середины экрана и идет вниз. Это не мы сломали в Master Dev сервере, а также та же картина. Production сборка работает, потому что White Build правильно упорядочивает CSS. Проверить, запустить мастер и на dev сервере там тот же симптом. Если нужно починить dev режим без изменения дизайна, убрать translate, это безопасно. Tailwind 4, transform независимы, но это затронет диалог TSX, что вы запрещали. Разрешение за вами. Давай точно сравню оба файла с мастер через git diff. Так, допустим, хотя бы посмотрим, правильно ли его гипотеза. Мы открываем, и все срабатывает. Скажи, пожалуйста, что будет в случае, если мы загрузим этот файл на сервак в рабочую папку, и у нас это не ломается, но в других каких-то сборках оно может сломаться, или оно сейчас универсальное? Ты мне вот честно скажи, потому что там солидные дядьки сидят, и хочется показать профессионализм, а не неквалифицированность. Сработало. Спасибо. Но ответь на вопрос выше. Дай текст для описания этого действия в коммите. Можно на 20 слов. Отлично, по сути, безопасно для продакшн и для других сборок. Причина браузерный дефолт. Мы убираем избыточную инструкцию, не двигать то, что и так не двигается. Поведение в продакшн сборке не изменилось ни на пиксель. Fix диалог, remove redundant, transparent, cache, overlay in Tailwind. Хорошо. Мы это на всякий случай себе сохраним. Это будет наш... наверное, в самое начало, наоборот, будем уже собирать текст нашего коммита. Что у нас по лимитам? 91. Я вижу, что не все изменения сделаны. Не все изменения на английский язык. Но уже сильно больше, чем было. Ой, да, очень сильно больше. Прямо не стыдно.
А сейчас я буду повторно сбрасывать тебе, где я нашел какие-то английские слова. И русские слова, они нужны для контекста, где искать. Ну, чтобы ты понимал, что это все отображается на одной странице. И если ты видишь какие-то английские слова, то это я имею в виду, что их нужно попереводить. Спасибо за проделанную работу. Ты молодец. Я очень тобой доволен. Так, и сейчас мы будем скидывать то, что он уже не поймал и в предыдущих сборках не сделал. Я очень надеюсь, что это понятно, что если я обнаружил какое-то одно слово здесь, то значит в этом файле есть еще хардкод, где язык на английском языке, а не переменные, которые вот в нашей правильной библиотеке. Поэтому если там хотя бы одно слово на английском я сбрасываю, то это я говорю инструкцию о том, что нужно проверить и привести в соответствие полностью весь файл. Я видел, что у тебя обновился контекст, и у тебя новый диалог уже сформировался. И поэтому я тебе могу сказать так, что с одной стороны, на стороне файла бывает, что проставлены все переменные, а с другой стороны, ответный файл, который уже несет в себе переводы, то он не содержит в себе этих ключей с переводом. Поэтому если здесь внутри файла все переведено, то это не значит, что оно отображается в моем юзер-интерфейсе, и поэтому недостаточно проверить один файл, там, где это все как будто бы не работает, а еще нужно проверить ответные ключи, ответные переменные, и лежит ли там перевод. Вот. Такой тебе контекст, так как ты обновился недавно. Да, так что наша внимательность пока важна. Ну да, классно. То есть он, в принципе, показал, что он заменил не один, а сразу все, которые там понаходил. Ну да, чтобы он не только то, что я нашел, проверял, а сразу весь файл. Если в файле какие-то ошибки, ну, значит, там могут быть еще ошибки. Ну да, вот сейчас вот проверяет и там, где переводы хранятся. Это правильно, это хорошо. Так, держать. Мы пока поищем, где еще. Сможем как-то тут скопировать? Смогли. Word. Так, он нашел еще что-то, да? Вот, хорошо. Ну да, то есть получается в ответном файле просто переменные не содержали перевода.
это все вот происходит, мы отлавливаем ошибки благодаря вот этому контексту, который я ему дал, что переменные вставлены в код, но еще есть ответный файл. Ну и так и получилось. Хороший промпт я просто оставлю на потом. Это, наверное, в конец. Чтобы поместиться в 24 часа разработки, у нас уже осталось меньше 6 часов. Я боюсь на него дышать, потому что если ему что-нибудь новое поручить, то у него как-то изменятся приоритеты, он что-то начнет новое делать и скажет: так ты ж меня отвлек. Чисто как человек. Ну, если он уже все многое поменяет, то нам меньше работы потом по скриншотам, вставлению и по созданию новых контекстов, диалогов. Так что пусть трудится. Скидывая следующую страницу. Ну, хорошо, что хоть уже понимает, что будет такое, что да, действительно. Могу найти что-нибудь там. Fallback, display name, проверяю local. Я хочу это перевести. Что за fallback? Что за англицизм? Резервное отображаемое имя. Окей. Ничего мне это не говорит. Резервное, хорошо. Так, пока он тут думает. Мы чего-нибудь поделаем тут хорошего, интересного. Значит, настройки. Тут вроде все хорошо, это говорит, он тянет из браузера напрямую. Чуть-чуть приближу. Солидненько. Так, это он же что-то закончил. Они в коде. Ну, окей, хорошо. Значит, это
Нет, вообще у вас в локальном инстансе имя пользователя board. Чтобы оно показывало по-русски, нужно поменять имя в профиле. Редактировать профиль. Я не уверен. Настройки компании. Нигде у меня борт не написано. А название компании у меня по-другому, в настройках нигде это не выбирается. Ну, я бы, наверное, сделал переменную здесь и все-таки добавил это все к переводу, чтобы переключателем оно менялось на разные языки, именно конкретно вот это вот слово. Ну, то есть, если ты говоришь, что оно fallback, то есть, если ничего не задано, то есть это, то почему оно не будет следовать переводу? Это не из субтитров, это... Ой, я что, не туда вставил? Да, это точно не из субтитров. Так, никогда не вызывается исправление, если имя равно английскому. Не задано. О, да, ну хорошо. Совет. Ха-ха, совет, реально. Ой, очень забавно. Хорошо. Все, порадовал меня. Я чуть-чуть повеселел, так я что-то уже устал. Так, еще здесь совет. Пока дальше пойдем. Что-нибудь поищем. Приглашения вроде бы. Так, тут все корректненько. Так, здесь у нас получается active. И также у нас тот же опять board.
Сделай правки сразу везде. Зачем ждать, пока я найду? Нашел проблему, есть, но отсутствует в исправляю. Я ему просто раньше накидал все, что нашел, но я не проконтролировал, и получается мне приходится сейчас повторно делать ту же самую работу, выискивать эти баги. Так, ну, я лучше подожду, пока он сделает, и я проверю, что это уже к этому мы не будем возвращаться, и закину ему что-нибудь новое. Только уже после этого. Так, это он закидывает переменные для английского окружения. Ну, конечно, намного быстрее, чем это все делать вручную. Вручную это очень много работы. Кропотливой работы. Так, закинул ему новое, а сам пойду проверю, что там, как там. Где у нас было это board. Вроде бы не изменилось. Хотя, если он везде найдет борт и исправит везде, то, может, здесь он тоже исправит. Если нет, то зашлем ему. Я уже не хочу новые искать, потому что третий раз находить одни и те же ошибки — это не прикольно. Я уже дождусь, пока он исправит. Он, в принципе, достаточно быстро это делает. Ну да, везде борт ищет. Сколько у нас файлов уже изменено? 137.
Так, новые читает, проверяет. Проверяю ключи для статусов приглашений. Вижу 3 проблемы. Я вижу 2. Active и Board. Ну супер, да, то есть добавляет и в английский, и добавляет в русский. Отлично. Отлично. Давай, если мы создаем какие-то функции, то создавать функции по-умному. С одной стороны, в функцию мы будем добавлять комментарий, что делает эта функция, а потом мы будем пробовать выполнять ту команду, которую мы хотим выполнить, а потом мы будем обрабатывать ошибку, если она есть, и выводить ее в консоль DevTools, чтобы ее можно было отловить, что эта ошибка есть. И тогда вот уже, да, вот такая логика — это хорошая, правильная, классная логика, но не такая упрощенная логика, как сейчас написано, что как будто бы все всегда будет работать. Мы давай будем исходить из того, что всегда все ломается, и нам надо понять, где оно все сломалось, в каком конкретном месте. И еще... Так, давайте проверим, здесь осталось ли борт или нет. Или он везде уже поправил. Ну, получается, осталось еще здесь. Ну да, тут чем мне нравится Cloud Code, он показывает, что он делает, и я хотя бы вижу, какие ошибки здесь могут быть. Он написал, как будто бы все всегда хорошо работает. Ой, как сложно он сделал.
Я, кстати, не могу проверить, здесь ли есть где-то отладчик ошибки и распринтовка ее в... Давайте спросим, что там написано. Заменяет отображение имени на функции resolve user display name с fallback. А где тут обработчик ошибок? Так, с двумя функциями, комментариями. Warn возвращает строку, логирует warn, если дошло до fallback. До fallback. Подскажи, пожалуйста, где это написано. Строка 17. В консоль выводится сообщение. Хорошо. Окей. Хорошо. И теперь мы станем, наверное, вот сюда вот. И сотрем все назад. Опять это слово board. Так, пока он думает, буду смотреть, что он думает. Что у нас здесь можно закрыть. А здесь мы что-то нашли, мы оставим. И выделим вот... что, просто борт исчезли. Исчез. Это радикально, конечно. Слово арт исчезло. Слово совет не появилось. Есть. Ой. Все есть. Спасибо. Сори. Так, хорошо, да, тут все есть. Вот он же совет наш. А я ищу над ним. Так, хорошо. Приглашение активно. АМ.
Ну ладно, это уже слишком. Или нет? «24-часовой формат». Все места, где дата, ну, где время при смене языка делай в 24 часа. Ну то есть там даже есть еще и дата, да, хорошо. Ой, я это не показываю, я там общаюсь, здесь не показываю. То есть я ему правильно написал, что все места он поменял только в одном. Давай, родненький, давай. Мы работали так долго, что лимиты уже обновились. И мы как раз вписались в них. Там 90 с чем-то было, 92, по-моему, какое-то уведомление, по-моему, было. Так, нужна пауза, и он пока думает.